Христос воскресе, дорогие братья, сестры, батюшки и матушки. Мы, рабы Божьи, Анна и Иоанн, являемся верными чадами Русской Православной Церкви, Царская империя. Признаем своим истинным государем державного патриарха Зосиму. С сожалением наблюдаем, как изо дня в день из нас лепят рабов и зомби. Антихристова конституция псевдогосударства РФ навязывает нам то, во что верить, что есть, кого защищать и так далее. Нас как скот отправляют на братоубийственную войну, заставляют толерантно относиться ко всем религиям, тем самым унижая нашу истинную православную веру. Что самое страшное, даже в Конституции РФ в статье номер 2 нам говорится о том, что человек и его права свободы являются высшей ценностью. Какой же это абсурд. В 29 статье нам говорят, что каждому гарантируется свобода слова и мысли. Но при этом говорится, что запрещается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную и религиозную вражду и ненависть. И что это тогда получается? Мы можем говорить все, но только чтобы не оскорбить другие национальности, религии и так далее. Как мы должны это понимать? Это значит, что мы должны в своей же стране, грубо говоря, заткнуть рты и не иметь права заступаться за наши ценности? Почему меня, как человека православного, должно заботить, что думают приезжие и оскверняющие наши святыни? Все это значит, что меня или кого-то из моих членов семьи могут преследовать за защиту своей веры и культуры. Под корень спиливаются православные кресты, оскверняются храмы, ведется пропаганда экуменизма. Но мы, как покорное стадо, должны молчать, когда в нас плюют. Так получается. В так называемой МП батюнечки служат службы с католиками, всевозможными сектантами, позволяют осквернять храмы своими прескурантами, всякими штрих-кодами, QR-кодами, ходят по полу, где положена плитка с крестами, благословляют вкалывать в себя всевозможные жижи, получать бесовские документы, сдавать биометрию и так далее и тому подобное. Это же горе. Это такое горе. Когда наш государь обличил всю эту мерзость, его задержали и продолжают по сегодняшний день истязать за праведное обличение мракобесия. Мы не можем молчать об этом и высказываем свое несогласие и возмущение. Люди, просыпайтесь, наконец-таки, просыпайтесь. Боритесь с беззаконием и посрамлением нашей веры. Вечная слава Христу. Смерть богомерзкому антихристу и приспешникам его. А всем попирающим веру православную и глумящимся над нашим государем-патриархом Зосимой. Анафема, анафема, анафема.